сейчас мы с вами готовим крем. Он опять же будет очень простой и очень быстрый. Итак, он состоит всего из 3 ингредиентов. Это сливки. Мы их сразу же отправляем в нашу дижу. Это сыр маскарпоне. Здесь обязательно вам нужно понимать, что сыр маскарпоне, он не всегда одинаковый. Маскарпоне, он не может быть там 50%, это невозможно, это сливочный сыр, он изначально делается на сливках, на 33% сливках, как он может быть на выходе 50%, это невозможно. А вот 80% это уже именно правильный маскарпоне, который я вам рекомендую использовать, и сам его использую тоже. Так вот, у нас здесь сливки, маскарпоне и сахарная пудра. Вообще это классический крем, называется он шанти. Это целый раздел кремов. Любой крем, который делается на основе взбитых сливок, это будет крем шанти. Вот, теперь мы его включаем сначала на медленную скорость, потихонечку, чтобы перемешался маскарпоне со сливками, ну и не разбрызгался здесь везде. Вот, а дальше мы будем его уже включать побыстрее. И, собственно, ждем крем. Мы добавим для ароматизации в крем немного ванильной эссенции. Это паста из натуральной ванили суперского производителя. Очень качественная, очень дорогая. На самом деле, ну, разница покупать стручки за 47 тысяч килограмм, либо эта паста за 45, я думаю, разницы никакой, да? Но при этом могу сказать, что это супер качественная натуральная паста из мадагаскарской ванили. Ее надо будет добавить совсем капельку на этот наш объем. По раскладке здесь будет где-то порядка 5 граммов. Теперь взбиваем уже вместе с этой пастой. На самом деле ароматизировать можете как хотите. Можно взять натуральные ароматизаторы, хотите искусственные ароматизаторы, ванилин, не ванилин, неважно. Самое главное, ну, не нужно туда наливать там, сока апельсинового, да, и там, из этого ничего не получится. Но, например, взять на этот объем, который мы с вами делаем, там 20-30 миллилитров темного рома какого-нибудь старого, очень-очень будет кстати. Чуть-чуть, там 20 граммов, 5% от объема крема можно туда смело добавлять любого алкоголя. То есть вот этот крем, который мы с вами делаем, это база, основа, которую можно использовать для кучи всего другого. Конечно, ну, есть у крема свои особенности, да, там, это не масляный крем, это там не какой-нибудь там, я не знаю, шоколадный крем, там, дипломат, нет, это крем шанти, то есть у него есть свои, как бы, особенности, он стоит когда долго, он уплотняется, но при этом он очень воздушный, очень нежный. И так что играйте с ним как хотите. Но из этого крема шоколадный сделать нельзя. Его нужно технологию менять. Поэтому как бы то, что с ним можно сделать, это слегка ароматизировать и покрасить. А чтобы сделать другой крем, нужен другой крем. Итак, вот наш крем. Как вы видите, он очень стабильный. Прекрасно взбивается. Прекрасно держит форму и вообще просто восхитительный. Вы можете по своему желанию наполнять этим кремом эклеры. Это можно его использовать для приготовления Наполеона. Конечно, не то, что надо, но на самом деле будет тоже очень вкусно. Бисквит можно поменять, сделать шоколадный с этим кремом, добавить туда вишню, такую проваренную немножко с сахарком, и вот у вас уже торт «Черный лес». То есть этот крем, он очень универсален. Он очень вкусный, он абсолютно не утяжеляет никакой десерт и может использоваться для очень большого количества заготовок и полуфабрикатов.